Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам. Так, Юля, ты же не Сёма? Юлечка, Юль, уходи, пожалуйста. Юляша, давай, уходи. Все, не мешай. Сегодня покажу вам маленькую орхидейку. Я ее показывала вам всего один раз. Поговорим о таком субстрате, как циофлора. Очень просят рассказать европейские подписчики о плагроне. И покажу вам мох, который у меня рос и растет, и почему я вот эту маленькую орхидейку из мха перевела в циофлору. Давайте все по порядку. В декабре моя ростовская подписчица принесла мне вот эту умирающую крохотную орхидею. Я рассказывала и показывала, ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана, чтобы вы видели, в каком состоянии принесли мне эту орхидею. Давайте я и здесь оставлю фотографии, в каком состоянии она была мне доставлена. И если интересно кому-то, проходите, смотрите видео, потому что я там помещала ее в мох и показывала, что сотворил с этой умирающей орхидеей мох. Но прошло какое-то время, и это была зима, декабрь, январь, сейчас заканчивается февраль. Мох чудесный. Заказывала я этот мох у Надежды. Мох, собранный в лесу, он был чистый и идеальный. Кстати, ссылочку на группу Надежды я оставлю под видео. Она присылала мне не только мох, но и орхидеи и кору. Скоро покажу ее орхидеи, скоро расцветет одна из орхидей, которую она мне присылала. Но то, что касается мха, видимо, зимой мох не растет. Точно не растет. Но, по крайней мере, в природе. У меня оказалось очень жарко для него. Он не пропал, но верхушечки мха начали усыхать. И я долго искала, куда мне его поставить, что мне с ним сделать, чтобы он рос. Поняла, что, видимо, до весны, пока у нас работает центральное отопление, ничего у меня не произойдет. Не стала его трогать. И еще, видимо, тоже для него очень важно, у меня очень светло. И когда светло, вот видите, он немножко подсыхает. Но также топорщится, стоит вот ровненький. И именно в этой емкости и в этом мху стояла эта орхидея. Сейчас вам покажу. Он начал расти. Вот если здесь разобрать мох, здесь пошли маленькие новенькие росты мха. Сейчас я мох убрала с яркого света, и он пошел в рост. Но вот дилемма. Когда орхидея стоит в мху, ей нужен свет для роста. А мох плохо реагирует на яркий свет. Вот она у меня простояла приблизительно 2 месяца. И я поняла, что надо или убирать орхидею и закрывать мох, ставить более темное место. Не совсем, конечно, в темноту. В темноте мох тоже не растет. А в менее освещенное. А орхидею ставить под более яркий свет. И возникла проблема, во что посадить орхидею, в какой грунт, в какой субстрат. Потому что орхидея в этой коробке находилась в очень влажном климате. Климат коробки, естественно. Даже корешки там начала растить, но они маленькие-маленькие. Остались тяжи у этой орхидейки. На данный момент, чтобы ее как можно больше запустить сейчас в рост,
нужен такой же влагоемкий грунт. Можно посадить в перлит. Но перлит, он очень легкий. И держать эту малышку почти без корней перлит не сможет. Поэтому специально купила циафлору и как-то вам говорила, что мы попробуем одну из орхидей посадить в циафлору. Вот такой у нас есть грунт. Называется циафлора. Это, я думаю, что все-таки, вот видите, он желтый, а циолиты, они белые. Я думаю, что это все-таки соединение глины и циолитов. Но циолиты, это называется с греческого перевод «кипящие камни». И действительно, циолитов наверняка в ней много. Посмотрите, как они шипят, когда их бросаешь в воду. И обратите внимание, это не керамзит, который плавает всегда. Сейчас возьмем керамзитинку. Который всегда будет плавать на поверхности. А тяжелые соединения, которые, во-первых, очень влагоемкие, они много в себя воды набирают. Но помимо этого, циолиты содержат много дополнительных минералов, которые нужны нашим растениям. Поверну специально вам на обороте. И здесь есть табличка, что содержится в этом циолите. Да почти полный набор микроэлементов, которые очень нужны нашим орхидеям. И что я сделала? Я, конечно, взяла и посадила вот эту маленькую орхидейку в очень маленький горшочек, чтобы она могла приспособиться после влажного микроклимата более сухому, но корни все равно содержу в определенной влаге. Потому что циолит очень сильно набирает влагу и потом отдает корням. Ну и микроэлементы. Все отлично. Вот она у меня находится в этом грунте всего неделю. И смотрите, как быстро она начинает растить маленькие корешки. Вот здесь маленький-маленький корень наметился. И пошел в рост. Опять листик. Все эти листики, конечно, сейчас малышки, потому что практически мы ее заново растим. Но это для нее не постоянный грунт. Как только она выпустит еще 2, 3, 4 корешка, я ее буду еще раз пересаживать. Но может быть это случится не через неделю, не через 2 и даже не через месяц. Это может случиться через полгода. Сейчас я буду содержать ее вот именно в этой циафлоре. Но все свои фаленопсисы я не сажаю в такой грунт. Если мы посадим взрослую орхидею только в этот грунт, то нам будет крайне сложно поливать эту орхидею из-за того, что влагоемкий грунт и очень долго будет просыхать. Да, внешне, вот видите, сверху он уже сухой, здесь тоже подсыхает, ну, по краю горшка. А именно внутри горшка будет очень долго держаться эта влага. Поэтому я не использую такой грунт для посадки крупных орхидей. Я использую его как составная часть для грунта бульбовых орхидей. Дендрофаленопсисов, котлей, цимбидиума, мильтонии. Ну, все орхидеи, которые у меня есть бульбовые, вот там я использую часть этого грунта, потому что тем орхидеям нужен влагоемкий грунт, корни тонкие. Тонкие корни никогда в себя влагу не запасают. Им все время нужно такое более не мокрое, а влажное содержание. А фаленопсисам наоборот, нужно, чтобы корни просыхали. Так вот, когда эта маленькая орхидейка нарастит корешки, я ее пересажу, опять какую-нибудь сделаю, может быть, не сразу в керамзит,
опять сделаю очередную посадку в менее влагоемкий грунт. Но посмотрим, может это произойдет через 3-4 месяца. И почему еще я пересадила из мха? Но мох все-таки природный. И знаете, открываю коробочку, а оттуда вылетает грибной комарик. Конечно, я его догнала. Больше не вылетел ни один, но откуда я знаю опять? Обрабатывать мох, но это, я не знаю даже, нужно это или не нужно. Я посчитала, что не нужно. Каким-то фунгицидом и что-то убивать, что я даже в нем не вижу. Но на орхидеи я увидела вот такие, не могу сказать, что это покусы или погрызы, но вот маленькие листики с такими сухими точками стали расти. Поэтому я решила, что и света не хватает в мху орхидеи, и вот это мне тоже что-то не понравилось. В общем, пересадила и буду наблюдать. Подписчики из Европы спрашивают меня все время, что же такое плагрон керамзит. Мне кажется, что этот плагрон очень похож на нашу циафлору. Нет у меня его в наличии, но этот субстрат очень похож. И точно так же в нем содержатся какие-то микроэлементы. Глина, не содержащая солей. То есть для посадок он подходит. Но опять же, вот посадить только в такой плагрон я вам не советую. Смешайте его лучше с корой. Он похож на влагоемкость коры и где-то будет работать по отдаче своей влаги растению одинаково. Но недаром их называют, например, шипящие камни. Мне очень бы хотелось, чтобы кто-то написал, кто пользуется плагроном, вот есть такой эффект шипящего камня или нет. Мне просто самой интересно, потому что у меня нет его в наличии. Если есть вот такой эффект, то это практически копия нашей циафлоры. А так как она сильно влагоемкая, вы будете долго-долго ее просушивать. И кто-то из подписчиков писал, да, у меня она просыхает месяцы дольше. Это очень долго. Намешайте ее с корой примерно такой же фракции, чуть крупнее кору возьмите, сделайте составной грунт. Если есть возможность, сделайте дырочки в горшке, чтобы быстрее просыхало. Что я прочитала еще о плагроне, это же сублимированный грунт. Есть какая-то степень запекания, но бывает разный. Вот если вы покупаете, почитайте, для каких растений, и рассыпается он быстро в грунте или нет. Потому что мне подписчики писали, после первого полива он стал как глина. Может быть, этот плагрон выпущен для того, чтобы работать с почвой. Вы в землю его намешали, в почву, потом полили, он там рассыпался и является больше удобрением, нежели почвой. А эта циафлора или плагрон, который остается и вот так не растворяется в воде, его можно тоже несколько раз использовать. Промыли хорошо и еще раз использовали. Но, например, на моей циафлоре написано, что все минералы, которые он содержит на данный момент, они работают всего 3 года. И кора приблизительно начинает разлагаться на 3-4 год. Так что смеси с корой проработает приблизительно одно и то же время. Хочу обратить ваше внимание, что при посадке в такой субстрат, я считаю, что все равно его нужно хотя бы 1 раз промыть. Есть на нем, вот смотрите, сейчас я достану, и на моей руке остается пыль. А вот эта пыль может оседать на корнях и закупоривать корни. Поэтому при посадке 1 раз промойте его под проточной водой. И с плагроном нужно сделать то же самое. Даже производитель указывает на пакетах, что перед посадкой грунт надо промыть. Может быть, если использовать плагрон вместе с почвой, это и не сильно надо. А для орхидей обязательно промойте. Ну вот такая у нас малышка.
время от времени, как всегда, буду вам показывать. Нам ее с вами очень долго растить до взрослого растения, поэтому раз в 3-4 месяца покажу ее вам, какая у нее динамика в росте. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!